Ну что, дорогие друзья, я снова приветствую вас на нашем канале. С вами, как всегда, Юля, и сегодня я буду говорить о компании Vivo, которая представила в Китае линейку X70 венцом, которой стала модель X70 Pro Plus, вобравшая в себя все самое лучшее, что есть сегодня у Vivo. Что стоит только поддержка оптической стабилизации на каждом объективе 4 основных камер. Уже становится горячо, и мы с вами будем узнавать, что еще интересного приготовил производитель для своих почитателей. И начнем обзор, конечно же, с камер на тыльной стороне. Сам дизайн блока камер уже не удивляет, так как за последнее время мобильные производители далеко продвинулись в этом вопросе. Здесь можно отметить помимо самих модулей логотип немецкой компании Zeiss, которая и разработала для этих камер линзы со сверхнизкой дисперсией, что снизит бликовость и хроматические аберрации. Кроме того, на них нанесено специальное антибликовое покрытие. Сами камеры имеют такой расклад. Это 50-мегапиксельный основной модуль Samsung Gen1, имеющий одну стеклянную и 6 пластиковых линз, а также размер сенсора 1,13 дюйма, диафрагму f1.57 и оптическую стабилизацию изображения. Второй широкоугольный шестилинзовый модуль на 48 мегапикселей Sony IMX598 с апертурой f2.2, углом захвата 114 градусов и заявленной матричной стабилизацией. Третий портретный модуль на 12 мегапикселей Sony IMX663, апертура f1.6 размером пикселя 1,22 микрон, эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм и оптической стабилизацией. И четвертый перископ-модуль на 8 мегапикселей от OmniVision с диафрагмой f3.4, размером пикселя 1 микрон, 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом, и все с той же оптической стабилизацией. Кстати, стабилизация присутствует и для съемки в 360 градусов, также есть лазерный автофокус, замедленная съемка и запись видео до 8К разрешения. Что касается фронтальной камеры, дорогие друзья, то здесь без изменений стоит все тот же объектив на 32 мегапикселя с диафрагмой f2.45, что и в предыдущих аппаратах. Есть ночной режим, режим красоты лица, и будет доступна функция разблокировки смартфона по лицу пользователя. Отдельно стоит сказать о процессоре обработки изображений V1, который отвечает сразу за несколько важных аспектов в смартфоне. Это регулировка яркости и уровень шумов, что помогает в ночной съемке. Сюда же отнесем алгоритмы работы искусственного интеллекта и машинного обучения. Помимо этого, V1 отвечает за повышение частоты кадров в играх через MMC, то есть железо оригинальные 60 кадров плавно выводит до 90 кадров в секунду. Что касается передней панели, дорогие друзья, то здесь смартфон предлагает AMOLED-экран, созданный на основе люминесцентных материалов E5, размером 6,78 дюйма, разрешением 3200 на 1440 точек и соотношением сторон 20 к 9. Яркость заявлена в пределах 1500 нит с контрастностью 8 миллионов к 1. Но и модная нынче фишка современных смартфонов – это скорость обновления экрана, которая в данном аппарате достигает 120 Гц со скоростью отклика 300 Гц. Сам экран занимает 92,22% всей лицевой площади аппарата и имеет встроенный оптический сканер отпечатков пальцев. Ну и как всегда, дорогие друзья, флагману все топовое. Смартфон получил систему на чипе Snapdragon 888 и будет доступен в 3 версиях: 8,256, 12,256 и 12,512 гигабайт. Постоянная память будет стандарт UFS 3.1, а оперативная стандарт LPDDR5. Ну и можно отметить наличие системы жидкостного охлаждения с большой площадью покрытия. А вот аккумулятор, дорогие друзья, не самый выдающийся, но вполне стандартный по современным меркам – 4500 мАч. Смартфон способен заряжаться от фирменного блока питания мощностью 55 Вт и есть беспроводная зарядка до 50 Вт. Что еще можно отметить, так это Hi-Fi звук, встроенный цифроаналоговый преобразователь и модуль NFC. Сам аппарат оснащен программным обеспечением Android 11 с новой фирменной оболочкой Origin OS 1, которая имеет в своем приложении новый пользовательский интерфейс, темный режим, обновленный режим мультитурбо, игровой режим Ultra Game Mode, умный автомобиль и умный помощник Jovi. Расположение кнопок на боковых торцах не претерпело особых изменений. На правой грани находится клавиша регулировки громкости и кнопка питания.
На нижней грани порт USB Type-C с поддержкой OTG, основной динамик, микрофон и слот под 2 сим-карты. И на верхней грани расположен микрофон для шумоподавления. Ну и теперь, дорогие друзья, что касается расцвета корпуса, то Vivo X70 Pro Plus будет предлагаться в синем, оранжевом и черном цветах. Ну и как всегда, стильный дизайн и тонкий корпус – отличительная черта смартфона Vivo, плюс еще и защита по стандарту IP68. Связь представлена 2G, 3G, 4G LTE, 5G. Есть и Wi-Fi 6, и Bluetooth версии 5.2. За навигацию будут отвечать системы GPS, AGPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Пока смартфон представлен лишь в Китае по такой стоимости, как 8 и 256 гигабайт, это $850, 12 и 256 гигабайт будет уже просить за себя $930, и топовая версия на 12 и 512 гигабайт потянет на $1080. Ну и как всегда, уважаемые друзья, в конце мы подведем итог. В принципе, из нового это сделан действительно хороший апгрейд камер и поставили более новый Snapdragon 888 Plus. К этому можно добавить большой с хорошими характеристиками экран, скоростную оперативную и встроенную память, модуль NFC, наличие 5G сетей, защиту по стандарту IP68 и Android 11 с фирменной оболочкой Origin OS 1. Так что смотрим и определяемся. Ссылку на продажу этого аппарата мы разместим в описании под этим видео, и если она уже будет доступна. Ну а на сегодня все. Я, как всегда, не прощаюсь с вами, уважаемые друзья, а говорю до следующего обзора на нашем канале. Не уходите от нас. Обязательно подпишитесь тех, кто еще этого не сделал, не забывая при этом нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новинок с нашего канала. Ставьте лайки, комментируйте и оставайтесь с нами. С вами была Юля и канал новых технологий. Всем пока-пока!